Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Warzone вы узнаете, как повысить FPS в 4 сезоне. Подберем с вами оптимальные настройки для разных систем и слегка оптимизируем нашу винду. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну и погнали! А начнем мы с небольшой легкой оптимизации нашей системы. Для этого переходим по ссылочке в описании и качаем архивчик у меня в телеге. Работает как на Windows 10, так и на 11. Чисто отличается интерфейсом. И здесь нас встречают 7 папочек. Оптимизация, задержка, настройка видеокарты, очистка, твики реестра, BIOS и схема питания. Начнем по порядку. Оптимизация. Отключаем визуальные эффекты. Ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие, либо же галочки, как и у меня. Некоторые из них можно подключать, допустим, вот эти вот 3 необязательные и 2 последних. Лично для меня это баланс между производительностью и общим визуалом. Отключить повышенную точность. По умолчанию галочка стоит на включить повышенную точность, мы ее, конечно же, вырубаем. Отключаем Xbox Game Bar. Если у вас десятка, ставим просто на выключить. Включаем игровой режим. Если вдруг по какой-то причине он у вас отключен, мы его включаем. Аппаратное ускорение и производительность. Здесь мы нажимаем обзор и переходим в корневую папку с игрой. По умолчанию это Steam, Steam Apps, Common, Call of Duty HQ и приложение Код. Нажимаем добавить. Далее нажимаем на приложение, параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на стандартные параметры графики. И если вам доступно аппаратное ускорение, тут нужно будет поэкспериментировать, потому что тут все индивидуально. Кому-то эта галочка повышает производительность, а кому-то наоборот делает хуже. Будьте внимательны при ее отключении. Если у вас 4000 серия Nvidia и выше, перестанет работать генерация кадров. Переменная частота обновления я обычно вставляю включенной, и оптимизация для игр в оконном режиме тоже вставляю включенной. Отключаем эффекты прозрачности. Нажимаем вот сюда и вот сюда. Целостность памяти. Саму изоляцию ядра нужно будет нам с вами отключить. Плюс я еще отключил защиту стека и список драйверов. Ребятки, если вы ищете действительно один из лучших звуков за свою стоимость, ничего в голову не приходит, кроме как новой модели от компании Maono PD300X. Это динамический микрофон, который преобладает очень качественным звуком. Раз, два, три. А это у нас Shure MV7 для сравнения, который дороже в 5 раз. Возвращаясь к Maono PD300X, я хочу выделить отдельный личный плюс для себя, что он без RGB подсветок, строгий и стильный. Это точно про него. Имеется кнопка Mute и регулировка громкости. Также отмечу наличие Type-C. Громко не смейтесь, но Shure до сих пор не обновились. Но вишенка на торте — это софт. Буквально в пару кликов можете менять пресеты в зависимости от ваших предпочтений. В нем же встроенный компрессор и лимитер. А чтобы все это добро надежно закрепить, у Maono есть пантограф BA37. Супер качественный, выдержит любой микрофон. Я, кстати, им случайно даже стол поднимал. В общем, все ссылочки на микрофон и пантограф будут в описании и в закрепленном комментарии. Как вы знаете, я не так часто рекомендую что-то из техники, потому что нужно потестить, посмотреть. А многие уже на первом этапе отпадают. Но PD300X исключение. Лучшее, что вы найдете за эти деньги. И, кстати, весь ролик записан полностью на данный микрофон. Можете наслаждаться, ведь буквы B и P не такие взрывные, как на Shure. Переходим на задержка. Latency Tweak. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Что оно делает, для чего оно делает, можете прочитать вот здесь. Далее MSI Mode. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет задаем High. И нажимаем Apply. Настройка видеокарты. Начнем с AMD-шки. Если у вас старые видеокарты, залетаем на сайт, качаем последнюю версию драйвера, делаем ее установку и после этого выбираем профиль Киберспорт, антилаг включаем, фильтрацию текстур, производительность и оптимизация формата поверхностей тоже включаем. Далее режим тесселяции, переопределить настройки приложения и отключаем. Если у вас более свежие видеокарты, нажимаем PKM на рабочем столе, AMD Software, переходим на игры и находим Call of Duty Black Ops 6. Если у вас 9000 серия, включаем Fidelity FX Super Resolution 4. Антилаг в драйвере выключаем, а включаем конкретно в игре. Тем более там версия 2.0. Далее. Качество фильтрации текстур. Для своей карточки я ставлю высоко. Также не забывайте, если вам нужно будет повысить резкость, если картинка слишком кажется мыльной, это может быть, включаем Image Sharpening. И ставим резкость для начала на 30%. Далее просто повышайте. Также справа на вкладке Display можем задать свои какие-то цвета. Кому-то, допустим, понравится динамическая контрастность, яркие игры, думаю, не то для Warzone, либо создать уже свой собственный какой-то цвет. Тоже не забывайте пользоваться данными фишечками. Ну и, конечно
конечно же, AMD Fluid Motion Frames 2.1. Включать не рекомендую, но если у вас очень слабая видеокарта, можете подрубить. Далее поставить на высоко и здесь на качество. Будет задержка, без нее никуда. Играть, конечно же, не очень комфортно, но можно. Если у вас видеокарта от NVIDIA, откроем NVIDIA GeForce, то же самое, залетаем на сайт и качаем последнюю версию видеодрайвера. Далее откроем NVIDIA Driver Settings. Переходим на управление параметрами 3D, частота обновления вашего экрана высшая доступная, размер кэша шейдеров 10 ГБ, режим низкой задержки. Если в игре вы включаете NVIDIA Reflex, тогда здесь выключаем. И наоборот. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. И в самом низу фильтрация текстур, качество. Ставим на высокая производительность. Закрываем. Очистка. Delete them files. Выделяем все файлы, которые у вас здесь будут. Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete them files, папка номер 2. То же самое. Выделяем все файлы. Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Disk Cleanup. Делаем чистку диска C где-то раз в месяц. Твики реестра. Здесь у нас находится два файла реестра, которые отключают Xbox Game Bar. Если он вам нужен, оставляем. Если нет, вырубаем. Вдруг чего, есть бэкапчики, чтобы его вернуть. BIOS. Залетаем в BIOS, включаем Rebar, если есть поддержка, а также переходим на пропускную способность PCI и режим соединения PCI Express 16.1. Выставляем Gen 4 либо Gen 5. И наконец схема питания. Здесь есть максимальная производительность, если нужна. Копируем и вставляем в Windows PowerShell. Но я рекомендую использовать другие схемы питания. Для начала запускаем run admin, pkm и запуск от имени администратора. И после этого делаем их активацию. Нажимаем два раза LKM на Corvi, далее Performance и Core. Возвращаемся назад, открываем ярлык «Схема питания», показать доп. Схемы и здесь выбираем любую из схем. Смотрите, где и как лучше работает. Здесь я кратко расписал, что Core для понижения input лага, Corvi хорошо подходит для онлайн-игр, CS2, PUBG, Fortnite и так далее. Ну и Gavot Performance нужно потестить. По идее, чуть лучше влияет на производительность. Если вы играете в Steam, открываем Steam, нажимаем на Steam, настройки, уведомления. Когда друг подключается к сети, я обычно выключаю. Библиотека, упрощенный режим, записи игр выключаем. Remote Play тоже выключаем. Находим нашу игру, нажимаем PKM, свойства. Overlay Steam в игре. Если вы играете в соло, можете его выключать. Ну а теперь залетаем в Call of Duty Black Ops 6. Warzone. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись в самой игре, нажимаем на шестеренку и переходим на графика. Видеорежим. Если вам нужно потенциально понизить задержку, ставим полноэкранный. И если нужно быстренько сворачиваться, полноэкранный без рамки. Опускаемся вниз. Если у нас видеокарта от AMD, включаем AMD Radeon Anti-Lag 2. И если от NVIDIA, включаем NVIDIA Reflex Low Latency. На FKL либо Ultra тут смотрите сами. Все остальное я оставляю по дефолту. Максимальное число кадров без ограничений. И переходим на качество. Если у вас видеокарта от NVIDIA, включаем DLSS и ставим пресет в зависимости от вашей модели видеокарты. Для видюшек, допустим, 370 и ниже, смотрите на производительность либо баланс. Для более мощных 4070 Super Ti и выше оставляйте DLAA либо качество. Если вообще не нравится масштабирование, выключаем. Если у вас видеокарта от AMD, рекомендую включить AMD FSR 4. Почему? Потому что если мы будем сравнивать FSR 3 версию и 4, либо вообще выключить, то у нас явно 4-я FSR более лучше детализирует картинку на качестве либо балансе, тем более производительности. Это заметно, и это кидается очень сильно в глаза. Генерация кадров. Для слабых видеокарт можно включать, но только для слабых. Масштаб видеопамяти 80 либо 90. Ну и теперь начинается самое интересное, это подробные настройки графики. Разрешение текстур. Низкая, фильтрация, высокая, глубина резкости, выключаем, детали,
низкие, разрешение частиц минимальные, следы от пуль выключаем, долговременные эффекты выключаем, качество шейдеров высокое, загрузка текстур по требованию минимальная, качество отображения локальных текстур обычное, качество теней обычное, тени в экранном пространстве выключаем, затенение и освещение выключаем, отражение в экранном пространстве выключаем, качество статических отражений низкое, тесселяцию выключаем, качество объемного освещения низкое, качество непрямой физической модели выключаем, качество динамических эффектов погоды выключаем и качество отражения воды тоже выключаем. Применяем настройки и переходим на обзор. Угол обзора тут все индивидуально. Все остальное я оставляю по дефолту, вы уже подбираете под себя. Звук. Я поставил галочку на улучшенный режим для наушников, пока только тестирую, что-то конкретно сказать не могу. Микширование на Mix Tray Arch. Тоже пока бегаю с таким вот режимом. Все остальное я обычно выключаю, различные фильтрации и так далее. Работает замечательно как в Warzone и в BO 6. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.